3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Привет! Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! Пока. Пока! У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу, 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 миу. Ой, пчела. Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела, не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит: жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура, мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Папин брат. Как-то раз котята плохо себя вели и шалили целый день. А вечером никак не хотели ложиться спать. Ну все, надо принимать решительные меры. Да
Думаешь, пора пригласить его? А знаете, котятки, завтра к нам в гости приедет мой брат, ваш дядя Кекс. Он посидит с вами, пока мы с папой ездим по делам. Здорово! Миу-миу-миу-миу! На следующее утро приехал дядя Кекс. Здорово, братец! Рад вас видеть! А вот и мои племяннички, которых я давно не навещал. Ого, как вы подросли! Небось, совсем меня не помните. Но ничего, сегодня мы целый день проведем вместе. А вы езжайте по своим делам. Ю-ху! Дядя Кекс оказался очень веселым. Он резвился с котятами совсем как маленький и ни о чем не думал. Стойте! Надо же все перья убрать! Никаких уборок! Давайте прыгать на диване! Мы сломали диван. Надо бы его починить. Да ну его! Давайте лучше играть в мяч! Давайте! Дядя Кекс, надо повесить часы обратно. А я предлагаю попрыгать по лужам! По-моему, дядя Кекс очень плохо себя ведет. Давайте запрем дверь и не будем пускать его в дом. А вдруг он дверь тоже сломает? Может, споем ему колыбельную, и он заснет? Тише, мыши, дядя спит, не играет, не шалит. Как это не играет? Еще как играю! Да, колыбельная тут не поможет. А вот сонная пилюля... Жаль, что у нас нет сонной пилюли. Ха-ха! Племяннички, дайте-ка я вас обниму! Мама, папа, Помогите! наш дядя Кекс ужасно себя ведет. Да что вы говорите? А по-моему, вчера кто-то вел себя точно так же. Кто? Ой, это же мы так себя вели. Да ладно. Я не хочу быть таким, как дядя Кекс. И я не хочу. Я знаю, что надо делать. Надо вести себя хорошо. Тогда мы не будем такими, как дядя Кекс. И я рад, что вы это поняли. Для этого я и сыграл свою роль. Ваш дядя талантливый актер, и мы пригласили его, чтобы он показал вам, как выглядит плохое поведение. А на самом деле мой брат совсем не такой. Это верно. Я всегда веду себя культурно и слушаюсь старших. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Дядя Кекс, конечно, устроил в доме большой беспорядок. Но зато котята поняли, как не надо и как надо себя вести. Таинственный вор. Однажды котята играли в своей комнате, а окно было открыто. О, Компот, где мой свисток такой блестящий? Ты его не брал? Нет, не брал. Карамелька, это ты взяла свисток? Подожди, у меня тут вторая заколка куда-то пропала. Коржик, ты не брал?
Моя лупа исчезла. Карамелька, ты ее взяла? Да ничего я ни у кого не брала. А вот кто-то из вас взял мою заколку. Это не я. Не нужна мне твоя заколка и твоя лупа. Мне мой свисток нужен. А кто заколку взял? Верните мне мою лупу. Так, что это вы тут ссоритесь? Лучше скажите, кто взял мою вторую сережку? Мы не брали. У нас дома вор. Если бы у нас дома был вор, я бы это сразу заметил. Тут лежала моя ложечка для варенья. Где она? Я понял. К нам забрался вор. Итак, чтобы узнать, что это за вор, надо понять, зачем ему нужны наши вещи. Ложка, сережка, лупа, заколка и свисток. Вор украл ложку, значит, он любит варенье. Хотя варенье может любить кто угодно. Пропала моя сережка. И моя заколка. Значит, это не вор, а воровка. Украдена лупа, значит, эта воровка плохо видит. И свисток. Значит, она любит спортивные игры. Так это что, наша бабушка? А что, наша бабушка ловкая старушка. Спокойно. Нельзя обвинять кого-то просто так. Мы приготовим нашей воровке приманку. Что объединяет все наши вещи? То, что все они блестящие. Ключи от машины в качестве приманки – блестящая идея. Все с нетерпением ждут, когда появится воровка. Это же сорока, воровка. Не дайте ей улететь с моими ключами. Как же я теперь буду ездить на работу? Без паники. Кажется, я знаю, где лежат все наши пропавшие вещи. Ого, да тут целая сокровищница. Похоже, не нас одних обокрала эта птичка. Котята позвали соседей, и папа начал раздавать украденные вещи. Остались только наши вещи. Сережка, лупа, заколка, свисток, ключи и ложка. Ну, теперь идем домой. Жалко сороку. Она так любит все блестящее, а у нее теперь ничего нет. Я знаю, что надо делать. Давайте оставим для сороки какую-нибудь другую блестящую вещь. И тогда у сороки будет сокровище, которое уже никто не заберет. Здорово! Миу, 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 миу. Котята оставили для сороки блестящую крышечку. Благодаря сороке-воровке котята поняли, что нельзя никого обвинять просто так. Всегда надо во всем разобраться. Молочный зуб. Как-то раз во время завтрака Карамелька почувствовала что-то странное. Ой, кажется, у меня зуб шатается. Поздравляю, у тебя начинают выпадать зубы. Что? Мама, я останусь без зубов? Не волнуйся, у тебя сейчас молочные зубы, временные. А когда они выпадут, на их месте вырастут новые. И они уже никуда не денутся. У меня и у Коржика было то же самое. Значит, у меня вырастет новый зуб? Здорово! Миу, 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 миу. Котята встретили Сажика и Лапочку. Классно! Зуб уже шатается. А мне не нравилось, когда у меня выпадали молочные зубы. Я тогда была какой-то некрасивой. А я хотела, чтобы у меня вместо молочных зубов выросли огромные клыки, как у вампира. Но они так и не выросли.
Зато молочный зуб можно положить под подушку. За ним придет зубная фея, заберет зуб и оставит какой-нибудь подарочек. Ух ты! Я бы хотела получить подарок от зубной феи. А как сделать, чтобы зуб поскорее выпал? Можно укусить яблоко. Оно зацепит и вытащит зуб. А вдруг я случайно проглочу зуб вместе с яблоком? Тогда зубная фея ничего не получит. Можно привязать к зубу нитку, а другой конец привязать к машине. Машина поедет и выдернет зуб. А еще лучше привязать нитку к самолету. А вдруг зуб окажется сильнее и не выдернется? Если зуб сам не выпадет, можно пойти к зубному врачу. Я так однажды ходил. Меня посадили в черное кресло. Пришел зубной врач в черной маске и забрал мой белый молочный зуб. Сажик, опять ты страшилки выдумываешь? Все знают, что у врачей белая маска, и они совсем не такие страшные. Я все равно не хочу идти к зубному. Я лучше подожду, пока зуб выпадет сам. О, Карамелька, надо пообедать. Карамелька полдня ничего не ела и только ждала. Но зуб так и не выпал. Ну все, я звоню зубному врачу. Он поможет вытащить этот зуб. Алло, клиника полосатого стоматолога? Ну вот, не хочу к зубному врачу, мне страшно. Не волнуйся, мы пойдем с тобой. Да. А ну-ка, открой ротик, деточка. Оп, вот и наш молочный зубик. Уже все? Да, теперь на его месте вырастет постоянный зуб. Но зубы надо беречь и не бояться ходить к зубному врачу, чтобы их проверять. Спасибо! Теперь я могу отдать зуб зубной фее. Здорово! Миу, 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 миу. Минуточку. А вас, папа, я попрошу остаться. Ваши зубы надо лечить. И едите много сладкого. ну да. Я же работаю на кондитерской фабрике. О своих зубах надо заботиться. Есть поменьше сладкого. Чистить зубы утром и вечером. И тогда они будут здоровыми и крепкими. Хлеб. Однажды котята решили сделать кораблики из подсохших горбушек хлеба. Посмотрим, как они поплывут. Здорово! Миу, 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 миу. И тут к котятам зашел их друг Изюм. Привет! Привет, Изюм! А что это у вас? Мы сделали из хлеба кораблики и теперь будем их запускать. Из хлеба? Но это же еда. Не, это просто горбушки. Они уже засохли, и их все равно бы выкинули. Вот и плохо. Мой папа сам печет хлеб, и мы весь его съедаем и ничего не выкидываем. И вы никогда не делали хлебные кораблики? Если бы вы сами пекли хлеб, вы бы тоже с ним не играли. А вот мы возьмем и испечем. Что тут сложного? Это же просто хлеб. Папа Изюма согласился показать котятам, как делается хлеб, и повез их на пшеничное поле. Котятки, вот с этого поля начинается хлеб. С поля? Да, сперва это поле нужно вспахать. Затем посадить в землю семена пшеницы. А потом подождать, когда они прорастут.
после этого можно собирать хлеб? Пока нет. Сначала нужно собрать всю пшеницу вон той большой машиной, которая называется комбайн. Комбайн срезает колосья пшеницы и выбивает из них зерна. Вот. Я очень люблю запускать в зерна лапки. Попробуйте. Ну да, приятно. Но только это не похоже на хлеб. Конечно, но это пока. Сейчас мы с вами отправимся на ту мельницу, где делается... Хлеб? Нет, пока еще не хлеб. На мельнице делают муку. Такая современная мельница перемалывает очень много зерен, превращая их в муку. Но у нас есть старинное ручное приспособление. С его помощью вы можете сами перемалывать зерна. Фу, тяжело. Зерна пшеницы крепкие, но вы отлично справились. Теперь идем в пекарню делать... Хлеб? Тесто. Ой. Ну теперь-то будет хлеб? Сначала надо, чтобы тесто поднялось. А вот теперь можно лепить хлеб. И ставить его в печку. Котята потратили немало сил и теперь с нетерпением ждут, когда хлеб будет готов. А вот и наш хлеб. Теперь сделаем из него хлебные кораблики. Ну уж нет, наш хлеб не будет плавать в какой-то луже. Да, хлеб для еды, а не для игры. А как же те ваши горбушки-кораблики? Мы не будем с ними играть. Правда, есть их тоже уже нельзя. Я знаю, что надо делать. Теми горбушками мы накормим птичек. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот так котята поняли, что даже в простой хлеб вложено очень много труда. И всегда найдется тот, кто съест его до последней крошки. Игра в доктора. Однажды мама и папа подарили Коржику, Карамельке и Компоту набор юного доктора. Смотрите-ка, что у нас есть. Ух ты! Градусник! Куча бинтов, шапочки. Тут есть все, что нужно. Теперь вы можете играть в доктора. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Чур, я буду доктором. Я тоже хочу быть доктором. И я. Если все будут докторами, кого же нам тогда лечить? Мы будем лечить наших друзей. Привет! Мы играем в доктора. Вы доктора вызывали? Ух ты! Вызывали! Тогда ждите, мы выезжаем. Только захватим лекарства. Первой надо посетить лапочку. Ну что жалуетесь, больная? У меня что-то с хвостиком. Кажется, он недостаточно красивый. Так, все ясно. Тут нужна замена хвоста. Некрасивый хвост убираем, а красивый пришьем. Не надо мне другого хвоста. Сначала поставьте диагноз. Так, ничего не слышно. Может, постучать молоточком? Не надо. Мы просто перевяжем хвост бинтиком. Но только так, чтобы было красиво. Спасибо. Поправляйтесь, больная. Не держите хвост на сквозняке. И ешьте витамины. Лапочке стало заметно лучше, и наши доктора отправились в город, а на улице поднялся сильный ветер. На что жалуетесь, больной? Доктор, я превращаюсь в пришельца. У меня даже голос меняется. Ага, да у вас температура. Вам поможет сладкое космическое варенье. Очень полезное.
Ой, закончилось. Вместо варенья подойдут космические уколы. От них вы снова превратитесь в себя. Или в арбуз. Или в лейку. Я не хочу никаких уколов. Успокойтесь, больной. Примите вот эту конфету и соблюдайте постельный режим. Мне уже лучше. Гоня тоже быстро поправился. Но на улице пошел дождь. А ведь нужно еще успеть к пациенту Нудику. На что жалуетесь? Осенью я всегда грущу, а когда дождь, мне еще грустнее. Может, у вас болят зубы? Только не зубы. Давайте будто у меня болит живот. Ого! Урчит. Видимо, вы проглотили пропеллер. А может, и что-то покрупнее. Это у вас, коллега. Живот от варенья урчит. А? Точно, это у меня. Чтобы не болел живот, пропишем вам взять печенье. А книжка про клоунов вас развеселит. О, я люблю клоунов. Особенно их красные носы. А у вас тоже красные носы. Мама! А мы всех вылечили. Они совсем промокли. Ваши шапочки придется сушить, а вас самих придется лечить. Выпейте чай с лимоном и спать, чтобы не разболеться. На утро котята чувствовали себя хорошо. Доброе утро! Врачей вызывали? Эти апельсины от насморка лучшие в мире. А эти конфеты от кашля лучшие в космосе. А этот цветок посмешит. А посмотрите-ка, что у меня есть! Ха, игрушечная сирена! Скорая помощь! А как делает сирена скорой помощи? Вот так! Миу, 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 миу! Как хорошо, когда доктора приходят вовремя. Но еще лучше, когда никто не болеет. Говорящая птица. Как-то раз мама с папой вернулись домой от соседей. Вот, а в конце надо достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Должно быть вкусно. Скорее все запиши. Папа, ты нас звал? Коржик, карамелька, компот. А почему ты назвал меня малиновым? Просто наш папа придумал новый кондитерский рецепт. Да, а для вас у нас есть вот что. Наши соседи уехали и просили присмотреть за их попугаем. У нас будет жить попугай! Ура! Миу, 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 миу! Я слышал, попугаи умеют разговаривать. Разговаривать? Да ладно! Ну-ка, скажи что-нибудь. Ну скажи! Может, он не хочет в клетке разговаривать? Давайте ее откроем. Ну что молчишь? Наверное, он голодный. Что, нужно сказать? Спасибо. Надо сказать спасибо. Может, он любит конфеты? Хочешь конфетку? Хочешь? Тогда скажи, пожалуйста. А может, он еще маленький и просто не умеет разговаривать? Давайте его научим. Котята стали думать, какому же слову научить попугая. Давайте научим его говорить «бу». Тогда он сможет пугать незваных гостей. У нас не бывает незваных гостей. И он будет просто пугать всех подряд. А может, лучше, например, слово «поздравляю»? От этого слова нам всем будет приятно. Но слово «поздравляю» говорят, когда есть какой-нибудь праздник, а не по любому поводу. Поздравляю! Поздравляю! Нужно простое и доброе слово. Например, «привет». Точно! Это слово никого не напугает. Привет! 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 Скажи привет! 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 Привет!
Привет. 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 Привет! Привет. Так, котятки, пожалуйста, играйте в другом месте. Я никак не могу вспомнить концовку своего нового рецепта. Что там было после того, как коржик поставили в духовку? Достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Попугай запомнил и повторил папин рецепт. Спасибо! Именно так! Значит, он все-таки умеет разговаривать? Спасибо, пожалуйста, поздравляю. Бу! А почему же он до этого не хотел разговаривать? Может быть, потому, что его все время перебивали? И не давали сказать то, что он сам хочет. Я знаю, что надо делать. Надо дать ему ответить. Попугайчик, привет. Добрый день. Здорово! Миу, 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 миу. Спасибо, коржик. Спасибо, карамелька. Спасибо, компот. Ну, здоровье. Вечером все пробовали коржики с карамелью по новому папиному рецепту, а попугай оказался очень общительным. Снежная битва. Однажды выпало очень много снега. Сколько снега! Ой, И он хорошо лепится. Значит, из него получатся отличные снежки. Здорово! Миу, 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 миу. Ха, берегись! Хей! ха! Ой, ой. Ой, снежки летят со всех сторон, и я не понимаю, в кого кидать. Я не хочу больше играть. Это потому, что мы играем каждый сам за себя. Надо разделиться на команды. Классная идея! Кто со мной в команду тигров? А кто в команду львов? А я не хочу играть в снежки. Я буду строить красивую башню принцессы. Башня будет высокая и изящная. У нее будет красивая крыша и мост с колоннами, по которому будет ездить карета принцессы. А я буду помогать Лапочке. Вот. А потом спрячусь от снежков и ее башни. Кстати, мы ведь можем построить крепости из снега. Да! Крепость нас защитит, и мы сможем сделать много снежков. Пока тигры и львы строят снежные крепости, Компот и Лапочка лепят снежную башню. Ну все, хватит уже. Мне надоело строить. Давайте играть. Давайте! Но все время сидеть в укрытии очень скучно. Тигры, хватит отсиживаться в крепости. За мной! Отступаем в крепость! В атаку! Ой! Эй, смотрите, куда бросаете! Надеюсь, они не сломают нашу башню. Она получается такой красивой. Я уже устал бегать от снежков. Нужно придумать, как подобраться к ним незаметно. Идея! Нам нужно прикрытие. Мы за него спрячемся, и они нас не увидят. Скатаем большой ком.
Точно! Но львы хитрее вас! Мы скатаем свой шар. Скорей! Сейчас мы подберемся к их крепости! Ой! Ура! Мы сломали крепость львов! Ой! Вы сломали нашу башню, а ведь мы ее так долго строили. Она была такой красивой. Простите, мы не хотели. Это все из-за снежной битвы. Я знаю, что надо делать. Тигры и львы объявят перемирие и помогут Компоту и Лапочке восстановить башню. Тигры и львы помогли Лапочке и Компоту отстроить башню заново, и она стала еще красивее, чем прежде. Это не башня, это настоящий дворец. Теперь мы устроим турнир по метанию снежков в честь открытия нашего дворца. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Играть в снежки, конечно, весело, но гораздо лучше слепить что-то красивое вместе с друзьями, ведь это будет долго всех радовать. Кот без забот. Однажды мама уехала по работе, а папа и котята остались дома. Котя, Да, кисуля? вы не забыли? А? О чем я вас просила? Ну, да, конечно, мы все сделаем. Котятки, мама попросила вас пропылесосить дома, а мне надо заняться стиркой. Может, потом? Мы хотим поиграть. Я бы тоже смотрел футбол целый день, но домашние дела за нас никто не сделает. Надоели домашние дела? Вам нужна новейшая система «Кот без забот». Уберет, постирает и многое другое. Звоните и заказывайте «Кот без забот». Ух ты! Эта штука, наверное, и пылесосить может. И многое другое. Пожалуй, я закажу этот кот без забот. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Папа сделал заказ, и уже через пару часов в доме котят установили систему «Кот без забот». Кот без забот готов к работе. Кот без забот. Включи режим уборка. Класс! А что еще умеет этот кот без забот? Он определяет хозяев по мордочкам и открывает перед ними двери. Личность определена. Кот без забот. Включи режим стирка. Производится стирка. Котятам и папе очень понравилась система «Кот без забот». Но вдруг что-то пошло не так. На полу мусор. Включаю режим уборка. Стой! Мой пазл! Стирка закончена. Примите вещи. Ой, она постирала белые вещи вместе с цветными. Откройте! Личность не установлена. Это же я, Коржик! И Компот. Личности не опознаны. Надо снять костюмы, тогда он нас узнает. Но мы же хотим поиграть в пришельцев! От этого кота без забот больше забот, чем пользы. Я знаю, что надо делать. Мы отключим его и все сделаем сами.
Вот и я. А мы тут все домашние дела сделали. Какие молодцы! Я знала, что на вас можно положиться. Вы заслужили мороженое. Здорово! Миу, 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 миу. Интересно, а если бы кот без забот все сделал бы за нас, то мороженое отдали бы ему? Что еще за кот без забот? Да мы тут одну вещь попробовали. Но сразу поняли, что без нее лучше. Да, давайте скорее есть мороженое. Котятам понравилось самим делать домашние дела. Особенно потому, что это очень порадовало маму. Танцевальный конкурс. Однажды утром по телевизору сообщили новость. Сегодня в городе пройдет танцевальный конкурс. Приглашаются все, а лучшие танцоры получат приз. Ой, я очень люблю танцевать. А я хочу приз. Давайте пойдем на этот конкурс. Конечно, все пойдем и все будем танцевать. Здорово! Миу, 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 миу. Мы с мамой исполним танго. Не зря же мы брали уроки. А я буду танцевать как балерина. Вот так. Ля-ля-ля-ля-ля. А я станцую брейк-данс. А я, кажется, не умею танцевать. Не переживай, до вечера ты успеешь как следует порепетировать, а Карамелька и Коржик тебе помогут. Мы тебя быстро научим. Нужно что-то простое. Например, вальс. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ай, не наступай на ноги. Извини. Раз, два, три. Ой. Раз, два, три. Нога. Раз, два, три, раз, два, три. Ай-яй-яй-яй. Похоже, вальс для компота очень сложный. Тогда брейк-данс. Компот, повторяй. Брейк-данс тоже сложный. А может, танец в присядку? Я так долго скакать не смогу. Тогда танец робота. Там скакать не надо. Нет, этот танец слишком скучный. Может быть, канкан? Это весело. Ну, Карамелька, это же танец для девочек. Ой, да, я забыла. Ну что, котятки, как успехи? Я совсем не умею танцевать. Не пойду я на этот конкурс. Раз компот не пойдет, то и я не пойду. Тогда и мы с папой останемся дома. Как? И мы? Вот те раз. Это все из-за меня. Я знаю, что надо делать. У нас будет семейный танец и особое движение. Мы все сможем его сделать. И даже компот? А у компота будет самая важная роль. Вечером в театре состоялся конкурс. Участников было много. Что-то я волнуюсь. А ты не волнуйся, мы же не волнуемся, да? Нет, не волнуйся. Не волнуемся, конечно. Вот. Компот, это движение ты прекрасно умеешь делать. Господи. И, наконец, танцевальный коллектив «Три кота и две кошечки». Компот, а теперь давай!
настоящий семейный танец. Я бы так и назвал его танец Миу-Миу. А Компот — прекрасный солист. По мнению жюри, это и есть наши победители. Здорово! Миу-миу! Хорошо праздновать победу, особенно с семейной командой. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3 кота, 3 кота, 3 хвоста.